Привет, друзья! Сегодня в Германии разворачивается серьезный политический спор вокруг финансовой поддержки приезжих, которые напрямую затрагивают бюджеты местных общин. Объявленная с большим размахом, я вам напомню, в начале канцлерства Фридриха Мерца масштабная реформа базового дохода для украинских беженцев пока фактически застопорилась. Пока федеральное правительство Мерца и власти федеральных земель ведут затяжные споры, ожидаемые миллиардные сбережения для казны так и не материализовались, и муниципальные руководители на местах уже открыто говорят о растущей нехватке ресурсов. Прошел, напомню, ровно год, но внешне в социальной системе почти ничего не изменилось. Долгожданная анонсированная смена выплат, а именно перевод украинцев с обычного гражданского пособия Бюргергельд на обеспечение по закону о лицах, ищущих убежище, до сих пор остается только на бумаге. Весь проект прочно застрял сегодня в сложной такой системе немецкого федерализма. Руководители регионов, на чьи муниципалитеты ложится основная нагрузка по внедрению изменений, перекладывают всю ответственность, соответственно, на Берлин. А в самом правительстве Мерца до сих пор нет на самом деле единой позиции относительно дальнейших шагов. Начало этой истории, напомню, выглядело многообещающим для критиков старой системы. Еще в ноябре, буквально 2025 года, Кабинет министров одобрил проект закона о корректировке социального законодательства. Согласно этому документу, все прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года лишались права на получение пособия по безработице. Новое постановление официально должно вступить в силу 1 июля 2026 года, однако то, что весной прошлого года правительство Фридриха Мерца преподносило обществу как необходимую систему корректировки социальной модели, сегодня же превратилось в затяжной политический спор с пока еще неопределенным исходом. Если заглянуть в финансовую сторону этого вопроса, то на кону стоят колоссальные буквально суммы, которые распределяются из общего кармана налогоплательщиков. Сейчас, вы знаете, на территории Германии зарегистрировано около 1,1 миллиона украинцев, и статус большинства из них напрямую связан с социальной системой. Статистика Федерального агентства по трудоустройству сегодня показывает, что порядка 700 тысяч человек получают государственную поддержку. В масштабах всей страны это выливается в круглые 6,3 миллиарда евро ежегодных расходов. Идея чиновников заключалась в том, чтобы за счет снижения стандартных ставок сэкономить для бюджета от 1,5 до 2 миллиардов евро в год. В новой же схеме вместо привычных, напомню, 563 евро базового пособия одиноким людям планировали выплачивать всего лишь 455 евро, параллельно пересматривая медицинские и те же жилищные компенсации. Однако реальность оказалась на самом деле намного сложнее громких обещаний Мерца. Вместо быстрого снижения нагрузки на казну Германия получила такой затяжной бюрократический конфликт, поскольку новый закон застрял на стадии чтения в Бундестаге без каких-либо юридических сроков. Проблема на самом деле уперлась в серьезное внутреннее разногласие внутри самого кабинета министров Фридриха Мерца. Министр внутренних дел Александр Домбрин, представляющий консервативный блок, напомню, ХДС-ХСС, выступил за более быстрое разделение социальных систем и ускоренное изменение правил поддержки для новоприбывших. В то же время министр финансов Ларс Клинболь от Социал-демократической партии Германии СДПГ напоминает о прагматичном расчете расходов. Экономические ведомства уже подсчитали, что этот перевод людей из одной системы в другую на самом деле не сэкономит деньги автоматически, а лишь перераспределит существенную часть расходов между федеральным бюджетом и бюджетами земель и городов, которым придется самостоятельно оплачивать работу новых инстанций и организовывать эти выплаты. Если спуститься с вершины берлинской политики на уровень регионов, то нам с вами, друзья, становится понятно, почему реформа забуксовала.
Ведь местные власти практически единогласно кивали на столицу. Например, Министерство внутренних дел Нижней Саксонии прямо заявляет, что реальные изменения на местах начнутся только тогда, когда федеральный центр наконец-то примет свой многострадальный закон. Глава ведомства Даниэла Беренс, представляющая социал-демократическую партию Германии СДПГ, четко дала понять, без окончательной отмашки из Берлина никакого абсолютно прогресса в землях не будет. Чиновники просто-напросто не хотят начинать ту сложную перестройку, которая в любой момент может сорваться. С организационной точки зрения этот переход превращается в серьезную нагрузку для всей абсолютно немецкой системы. Например, ответственность за выплаты придется забрать у привычных центров занятости джоб-центра и передать ее на уровень местных социальных ведомств. На практике это означает необходимость полностью перестраивать IT-системы, заново выстраивать бюрократические цепочки и, соответственно, закупать даже новое программное обеспечение. В той же Нижней Саксонии и других землях открыто признают, что административная нагрузка на сотрудников на самом деле еще больше вырастет. Вместо автоматических безналичных переводов сотрудникам на местах придется просто-напросто вручную проверять каждого человека. Дальше оформлять специальные платежные карты и контролировать, соответственно, использование средств. А ведь ситуация в местных органах власти, я напомню, и без того остается крайне напряженной. Например, свежие аналитические отчеты показывают, что сегодня более 80% немецких городов и поселков уже работают на пределе своих возможностей, а каждая третья коммуна открыто говорит о серьезных трудностях. Общие же расходы на размещение, интеграцию, те же языковые курсы и администрирование беженцев сегодня превышают уже 10 миллиардов евро в год по всей стране. Исполнительный директор немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герта Ландсберг открыто предупреждает правительство Мерца. Местные власти уже приблизились к своему пределу в финансовом, организационном и даже в кадровом плане. И такие новые бюрократические реформы Берлина без дополнительной финансовой поддержки могут резко усилить нагрузку на локальное управление. Новый виток внутренних споров разворачивается вокруг самого болезненного вопроса – это реального выхода людей на работу. Наиболее жесткая критика грядущих изменений сейчас звучит из самой густонаселенной земли Германии – это Северного Рейна-Вестфалии. Несмотря на то, что регионом руководит видный консерватор, премьер-министр, напомню, Хенрих Вюст из партии Христианско-демократический союз ХДС, его профильное министерство интеграции заняло критическую позицию. Глава ведомства Верена Шефер из партии Зеленых открыто предупреждает. По ее оценкам, резкая смена правовой базы может серьезно затормозить интеграцию самих беженцев, а часть выстроенных годами инструментов для поиска работы рискует оказаться просто-напросто недоступной. И вся глубина этой проблемы упирается в фундаментальную разницу между ведомствами. Напомню, нынешняя система гражданского дохода тесно завязана на структуру биржи труда, которая активно помогает человеку искать, например, работу, финансирует курсы повышения квалификации, на которые вы ходите, оплачивает переобучение и подбирает вам вакансии. В системе же социального обеспечения для просителей убежища таких механизмов поддержки, друзья, намного меньше. То есть социальные службы в первую очередь ориентированы на базовую помощь – это предоставить жилье, оформить необходимые документы или перечислить минимальные выплаты. А вот помогать составлять, скажем, профессиональное резюме или искать вам место инженера там, как правило, не будут. Для простых людей это может обернуться тем, что доступ к полноценным языковым курсам и программам прямого трудоустройства станет намного сложнее. Поэтому на фоне остальной Европы Германия и так выглядит на самом деле слабее. По актуальной международной статистике, вот буквально на май 2026 года, страна демонстрирует один из самых медленных темпов интеграции иностранцев на рынке труда среди государств всего Евросоюза.
Процедуры признания дипломов и проверки документов часто затягиваются на долгие месяцы. А теперь, вместо ускорения процессов, местные коммуны могут быть вынуждены создавать новые локальные программы адаптации за счет собственных ограниченных и так бюджетов. В итоге, друзья, многие беженцы будут дольше оставаться вне рынка труда, а немецкая экономика, соответственно, что? Правильно, дольше испытывать нехватку рабочих рук. Эта затянувшаяся пауза вызывает сильное раздражение и на самом верху берлинской власти. Лидер, например, парламентской группы Христианско-социального союза ХДС Александр Хоффман требует как можно быстрее прекратить эту всю бумажную волокиту. По его мнению, центральное правительство обязано запустить закон прямо уже сейчас, чтобы наконец-то снизить финансовую нагрузку на немецкие города. Вот только на местном уровне этот призыв вызывает у чиновников искреннее недоумение. Мэры честно говорят, если резко поменять правила, то весь переходной период наоборот создаст огромную дополнительную нагрузку на локальные службы, которым придется в срочном режиме переоформлять тысячи людей. Одновременно с этим внутри самой социально-демократической партии Германии с ДПГ звучат совершенно другие опасения. Депутаты, например, заявляют, что слишком поспешные шаги ради экономии могут серьезно затормозить сами результаты интеграции беженцев, которые выстраивались в последние годы. В итоге та красивая предвыборная идея Фридриха Мерца превратилась в серьезный политический риск для правящей коалиции. Быстрого решения этой проблемы в Палате представителей федеральных земель Бундесрате не предвидится даже на горизонте. Закон устроен так, что без официального одобрения региональных властей он не имеет юридической силы, а земли соглашаться не спешат. Поэтому ситуация зашла в тупик. Чиновники в Берлине постоянно кивают на продолжающиеся консультации, но второй раунд официальных переговоров с регионами до сих пор даже не назначен. Для простых людей вся эта министерская пробуксовка означает лишь долгие месяцы неопределенности. Местные общины остаются один на один с растущими коммунальными расходами, а вот для федерального правительства Фридриха Мерца эта история стала еще одним наглядным примером того, как важные реформы застревают в сложной немецкой государственной системе. Изначально перестройка пособий для беженцев должна была показать готовность властей навести порядок в социальной модели. Но мы с вами видим, спустя год она превратилась в такой бесконечные задержки, споры и нерешенные финансовые вопросы, ответы на которые чиновники ищут до сих пор. Но, друзья, на самом деле все эти, скажем так, внутренние споры о бюджетных расходах в Германии отходят на второй план, когда речь заходит о новых реформах, способных напрямую изменить жизнь миллионов уже работающих граждан Германии. Например, сегодня все громче звучат требования полностью ликвидировать популярную программу досрочного выхода на пенсию с 63 лет. С такой инициативой выступила федеральный министр экономики Катарина Райхе, представляющая партию Христианско-демократический союз ХДС. Глава экономического ведомства Германии активно включилась в затяжной спор о пенсионном возрасте, и ее жесткое требование напрямую касается каждого, кто рассчитывал завершить трудовую деятельность раньше положенного срока. В своем недавнем интервью крупному немецкому изданию Катарина Райхе подробно объяснила, что существующие программы раннего выхода на пенсию создают серьезную нагрузку для национальной экономики. То есть, по ее словам, даже если жители страны работают с максимальной отдачей и, скажем так, показывают высокую производительность труда, Германия все равно рискует проигрывать глобальную конкуренцию другим крупным державам, если опытные специалисты будут массово покидать рабочие места слишком рано. Министр прямо заявила, что правительству необходимо серьезно подумать о том, как увеличить общее годовое время занятости населения. Никаких конкретных законопроектов или готовых, скажем так, параграфов чиновница не представила, но сам вектор именно будущих изменений обозначен максимально точно.
Вместо привычного досрочного ухода министр экономики предлагает запустить совершенно новую систему, которую она называет активной пенсией. Чтобы понять суть конфликта, нужно здесь вспомнить, как устроена нынешняя система. Официально то, что люди называют пенсией в 63 года, является льготой для работников с очень большим страховым стажем, отработавших ровно 45 лет. Изначально, напомню, эта норма вводилась как социальное такое себе поощрение, то есть граждане, родившиеся до 1953 года, действительно могли уйти на заслуженный отдых ровно в 63 года и при этом вообще, да, друзья, вообще не терять в деньгах, получая выплаты в полном объеме. Однако сейчас эти правила в Германии уже не действуют повсеместно. В рамках масштабной пенсионной реформы, я напомню, которая была запущена еще в 2012 году, планка возраста выхода на отдых непрерывно и постепенно повышается. Для всех работающих жителей страны, кто родился в 1964 году и позже, самый ранний законный срок получения таких выплат без финансовых потерь сдвинулся уже на отметку в 65 лет. Более того, важно здесь также учитывать жесткое юридическое правило, то есть по закону, если у вас есть эти 45 лет чистого трудового стажа, получить эту выплату досрочно, то есть еще раньше установленного графиком возраста, просто-напросто нельзя ни при каких абсолютно условиях, даже если вы согласитесь на добровольное уменьшение ваших ежемесячных сумм. Существует и принципиально иной вид пенсионного обеспечения, я напомню, который регулируется совершенно другими нормами законодательства. Речь идет о гражданах, чей общий страховой стаж составляет не 45 лет, а уже 35 лет. Такую выплату действительно разрешено начать запрашивать уже с 63 лет, но за этот комфорт государственная касса выставит вам существенное финансовое снижение выплат. То есть за каждый месяц вашего досрочного ухода с рынка труда ведомство будет пожизненно удерживать с вас по 0,3% от начисленной ежемесячной суммы. В общей сложности максимальное снижение, соответственно, может составить весомые 14,4%, и этот вычет останется с вами по постоянной основе, без какого-либо права на перерасчет в будущем. Глава Министерства экономики Катарина Рахи в своих жестких претензиях к раннему отдыху граждан далеко не одинока. Например, Центральный банк Германии Бундесбанк выступил с официальным заявлением против сохранения выплат в полном объеме после 45 лет стажа. Главный финансовый регулятор страны также убежден, что существующая льгота напрямую нарушает фундаментальный принцип солидарной системы, то есть который гласит: тот, кто дольше работает и перечисляет больше взносов, обязан получать более весомый доход в старости. В нынешней же схеме, по мнению аналитиков, возникает серьезный такой себе дисбаланс. Люди уходят с предприятия раньше времени и в итоге получают государственные деньги гораздо дольше, хотя за эти дополнительные годы они физически не пополняли общую казну своими налогами. Более того, аналитики Бундесбанка вскрыли еще один примечательный факт, который меняет первоначальную логику всего законодательства. Статистика показывает, что сегодня подавляющее большинство тех жителей Германии, кто сейчас активно пользуется этой 45-летней льготой, работают вовсе не на вредных, опасных или тяжелых промышленных производствах. А ведь изначально, когда эта норма, напомню, только принималась, она на самом деле задумывалась как социальный щит исключительно для шахтеров, сталеваров, строителей, чье здоровье объективно не позволяет трудиться до глубокой старости. На деле же большая часть выплат уходит именно офисным сотрудникам и управленцам. Вдобавок к этому банкиры уверены, что даже текущие штрафные вычеты за ранний уход, вот эти 0,3%, экономически остаются слишком мягкими, из-за чего бросать работу раньше времени гражданам все равно остается финансово выгодно, что дополнительно увеличивает кадровый дефицит в немецкой экономике. Руководитель Министерства экономики Катарина Рахи предлагает рынку полноценную альтернативу в виде модели активной пенсии.
Суть этой правительственной инициативы заключается в том, что немецкие компании и заводы получат легальную возможность официально предлагать своим пожилым и опытным специалистам оставаться на рабочих местах вместо того, чтобы оформлять документы на досрочный уход. Новая концепция такая ориентирована именно на тех жителей Германии, которые объективно чувствуют в себе силы и обладают уникальным опытом и хотят продолжать трудовую деятельность даже после достижения официального пенсионного возраста. И главный козырь всей этой задумки скрывается в очень мощном финансовом стимуле. Да, друзья, государство обещает пойти на серьезные налоговые уступки. Работающие пенсионеры получат право дополнительно зарабатывать до 2000 евро в месяц чистыми, и с этой суммы не нужно просто-напросто будет даже платить подоходный налог. То есть эти деньги полностью выводятся из-под налоговой нагрузки, что делает продолжение карьеры после выхода на пенсию выгоднее. В свою очередь человек получает полноценную пенсию и, соответственно, дополнительный доход без стандартных высоких вычетов, которые обычно существенно сокращают заработок в Германии. Сама же Катарина Райхи открыто называет этот проект первым стратегическим подходом к решению кадрового дефицита, который должен заложить основу для масштабной перестройки всей социальной сферы страны. И это еще не все. На самом деле, друзья, сегодня все эти бюрократические, скажем так, барьеры рушатся как на рынке труда, так и в сфере повседневных государственных услуг, принося облегчение многим пожилым гражданам. В Германии официально отменяют жесткое требование о регулярной обязательной замене внутреннего удостоверения личности, то есть немецкого паспорта, для людей старшего возраста. Напомню, вам раньше практически каждому жителю страны приходилось каждые 10 лет проходить через утомительный круг немецкой бюрократии, вылавливать свободное окошко для записи, стоять в очередях в ведомствах и платить пошлину в размере 37 евро за новый бланк. Теперь же этот принудительный круговорот во многом уходит в прошлое. Федеральное правительство Германии официально упразднило обязанность менять документы каждые 10 лет для всех пенсионеров старше 70 лет. Можно вздохнуть спокойно. Новое правило устроено максимально просто и логично. Если на момент последнего получения или продления паспорта вам уже исполнилось 70 лет или больше, теперь вы можете спокойно пользоваться именно этим бланком без необходимости регулярного продления. Документ будет автоматически становиться бессрочным, и принудительно менять его в госучреждениях больше не требуется. Однако закон остается гибким. Если вы сами по личной инициативе захотите обновить фотографию или освежить бланк, никто вам этого запрещать не будет. Ведомство примет заявку на общих основаниях. На практике эта реформа означает серьезную экономию времени, нервов и личных ваших сбережений, особенно для пожилых людей. Вам больше не придется обивать пороги местных администраций, часами ждать своей очереди в душных коридорах и тратить лишние евро. На территории всего Европейского Союза такой бессрочный паспорт будет обладать полной юридической силой, а срок его действия больше не потребуется регулярно продлевать. Единственное важное ограничение, о котором нужно вам помнить, это внутреннее послабление касается только поездок именно внутри европейских границ. Для любых заграничных путешествий за пределы Европейского Союза гражданам по-прежнему потребуется действующий биометрический загранпаспорт. Вместе с бессрочными документами для старшего поколения чиновники подготовили еще одно послабление, о котором я вам хочу сказать, и которое сэкономит время всем жителям страны при смене прописки. Начиная с 1 июля 2026 года гражданам, которые переезжают на новое место жительства внутри Германии, больше не придется в обязательном порядке вносить изменения и перепечатывать адрес в своем загранпаспорте. Потому что отныне этот утомительный визит в государственные органы отменяется, друзья. Чиновники считают, что фиксировать актуальные данные достаточно в единой электронной базе, избавляя людей от необходимости собирать те папки с документами ради одной строчки.
Все эти административные послабления являются частью государственной программы модернизации, которую Центральное правительство Германии и руководители федеральных земель согласовали буквально в декабре 2025 года, когда я вам об этом рассказывал. Новые правила для удостоверения личности юридически включено в пакет документов о создании единого цифрового кошелька для смартфонов Yehuda Wallet. По задумке властей, эта система позволит гражданам хранить все свои официальные документы, водительские права и справки в одном мобильном приложении, заменяя привычные пластиковые и бумажные носители в повседневной жизни. Что же касается сроков, то прямо сейчас эти правила еще не вступили в полную силу, свод законов должен пройти все обязательные те этапы голосования, и его должны окончательно одобрить депутаты в Бундестаге и представители регионов в Бундесрате. Но самое раннее, когда законопроект получит все эти необходимые подписи, это вторая половина 2026 года. А вот на практике, и с учетом всех технических доработок IT-систем на местах и переобучения тех же сотрудников в регионах, нововведения начнут массово работать в госучреждениях только в начале 2027 года. Таким образом, мы сегодня с вами видим, что государственное упрощение с документами выглядит позитивно, но они никак на самом деле не решают гораздо более масштабную проблему, которая по-настоящему волнует каждого жителя Германии. Это гарантированное обеспечение в старости. Представительница социал-демократической партии Германии СДПГ Бербель Бас публично заявила, что национальная система пенсионных выплат должна оставаться стабильной, справедливой и устойчивой на протяжении ближайших десятилетий. По ее словам, люди могут рассчитывать на государственную поддержку и не бояться за свои накопления. Это заявление лидера СДПГ стало ответом на резонансное выступление канцлера Фридриха Мерца от партии Христианско-демократический союз ХДС, который открыто предупредил граждан, что государственные пенсии в будущем могут превратиться лишь в базовый уровень обеспечения. Слова канцлера вызвали тогда шквал критики со стороны левых политических сил, однако экономическая реальность остается неизменной. Установленная законом, я вам рассказывал, выплата по старости сегодня даже близко не приближается к уровню реального заработка, который человек имел на протяжении всей своей трудовой жизни. Средний показатель пенсионного разрыва, то есть имею в виду разницы между последней чистой зарплатой и первой государственной пенсией, сейчас составляет около 1300 евро в месяц. И этот финансовый разрыв никуда не исчезнет, несмотря на все оптимистичные заявления партийных лидеров. Именно поэтому все больше работающих жителей Германии чувствуют себя обманутыми существующей государственной системой. Общественное недовольство этой несправедливостью приобрело уже массовый характер по всей Германии. Особое возмущение вызывает тот факт, что на фоне экономии рядовых граждан государственные служащие и чиновники оказываются в более защищенном положении. Давние споры о том, оправдывает ли принцип заботы о госаппарате такое социальное неравенство между людьми, сегодня вспыхнул с новой силой по всей стране. Масло в огонь этой дискуссии активно подливает и молодежный союз, представитель которого заявляет о прямом и, по его оценкам, циничном нарушении принципа справедливости поколений. То есть нагрузка на молодых работающих граждан в Германии непрерывно растет, налоги и социальные отчисления увеличиваются также, в то время как их будущая пенсионная отдача постепенно снижается. Поэтому итоговая доходность этих накоплений для молодежи неуклонно падает, из-за чего эксперты называют текущую пенсионную систему крайне уязвимой в долгосрочной перспективе. Единственная причина, по которой государственная касса до сих пор не столкнулась с серьезным кризисом, это ее вынужденная способность к постоянной адаптации. Однако все эти прошлые государственные корректировки всегда носили радикальный характер и проводились в основном за счет пересмотра условий для будущих пенсионеров.
Следующий потенциально радикальный шаг в этот раз получил неожиданное одобрение и со стороны Социал-демократической партии Германии СДПГ. То есть чиновники предлагают ввести, скажем так, новые правила для получения полной государственной пенсии по старости. Гражданину потребуется иметь за плечами ровно 45 лет официального трудового стажа. Что это значит? По задумке авторов, эта реформа должна зеркально распространить механизм досрочного выхода на пенсию абсолютно на всех жителей страны. С точки зрения консервативного блока ХДС-ХСС такая схема выглядит максимально справедливой. Сколько отработал на благо государства, столько и в итоге получил. Вот только в жизни при таком подходе немалая часть населения Германии на самом деле окажется в проигрыше. Главным пострадавшим классом станут именно выпускники университетов и люди с высшим образованием, которые, напомню, из-за позднего старта своей карьеры придется трудиться фактически даже до 70 лет. И возникает очевидное социальное такое неравенство. Тот, кто пошел осваивать рабочую профессию и завершил базовое обучение на производстве в 16 лет, может достичь 45-летнего стажа уже к 61 году. В то же время студенты, которые годами учились в вузах и вышли на рынок труда только в 25-27 лет, будут вынуждены работать намного дольше без права на ранний выход на пенсию. Таким образом, государство фактически ставит в неравные условия разные категории образования и карьеры. На этом у меня на сегодня все. Завтра снова жду вас прямо здесь же. Если понравилось, подписывайтесь, не забудьте. Спасибо за просмотр до конца.